Кому ты часто снишься? Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. Смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. И опять-таки в очередной раз мне показано, что меня смотрят, как правило, сильные мужчины, но которым очень тяжело. Да? У нас первой картой выпала тяжесть, да, тяжесть на душе. У кого-то это уже такое внутреннее морально-психическое истощение. Здесь может проигрываться и тяжелая работа. Здесь может быть отсутствие отдыха, отсутствие выходных, либо же отпуска. Вы человек, который не боится работы, поэтому зарабатываете где только можно. И отсюда у вас уже, такое, знаете, истощение по всем параметрам. С чем еще связана ваша такая тяжесть? Смотрите, мне еще показано, что у кого-то из вас может проиграться ваше такое не очень хорошее самочувствие из-за того, что на вас есть магическое воздействие. Это уже не единожды у нас выпадало в сигнификации, поэтому, ребята, я обращаю внимание, у кого, может быть, уже затянулся такой период непонятного плохого такого самочувствия. Это могут быть реально такие качели. Это может быть внезапная такая, знаете, слабость, внезапное обессиливание какое-то. Это может быть состояние, когда вы просыпаетесь утром, вроде бы должны быть полны сил, да, вроде бы вы отдохнули после ночи, а у вас состояние, как будто вы выжатый лимон и всю ночь разгружали вагоны. Поэтому обратите внимание, здесь может еще быть и черная полоса. То есть может проиграться, что среди вас есть те, у кого, в общем-то, есть черная полоса, то есть неудачи. У кого-то это по работе, у кого-то по здоровью, у кого-то в личной жизни. Опять же, поскольку это общий расклад, переворачивайте под себя, кому что подходит. Вообще вот вы человек-победитель. Вы любите быть на высоте, вы любите качество. Качество во всем, в работе, качество даже в мелочах, да, вы не будете ничего делать, халтурить, вот это не про вас, вы не привыкли делать что-то спустя рукава. Вам даже нравится, когда вас хвалят, вам нравится, что вот если, перфоратор начинается, спецэффекты, ничего. Вам даже нравится, когда вот вы сделали какую-то работу, может быть, там, именно на работе, если конкретно касается, да, хоть дома, хоть на работе, в общем-то, неважно. И вас хвалят, вы тогда такой вот окрыленный, одухотворенный, да, хочется опять же еще стараться, еще лучше делать. Давайте-ка сделаем еще маленький опрос. Напишите, пожалуйста, реально вам хватает похвалы в жизни? Или вы, может быть, уже так давно ее слышали, но это так вам жизненно необходимо? У кого-то из вас может сейчас проигрываться какая-то тупиковая ситуация. Давайте посмотрим, с чем это связано. И опять же, во второй раз мне показано, ребят, я еще раз обращаю внимание на то, что даже те сложности, те тупиковые ситуации, те неприятности, возможно, в которых вы сейчас находитесь, это может быть вот последствием вашего негативного воздействия. То есть то, что на вас есть какая-то магия. Но это только на диагностике можно выявить. Поэтому добро пожаловать, кто хочет узнать, кто что для чего вам сделал, да, вот такую неприятность, так скажем. Знаете, это тупик, вот в котором вы сейчас, может быть, находитесь, это тупик, который, в общем-то, можно будет решить. Просто порой у вас опускаются руки от безысходности, потому что особо я не вижу какого-то человечка рядом, который бы вам реально помогал. Реально помогал, знаете, это в таком плане, что некому особо подставить плечо. Поскольку вы сильный император, то императоры не жалуются, императоры не плачут, императоры
огорчаются, да. Императоры — это сильные мужчины, которые привыкли все свои какие-то проблемы решать сами. И это про вас. В общем-то, характеристику императора вы все знаете, потому что уже кто меня смотрит неоднократно, уже вы слышали, да, это сильные мужчины, кто-то, может быть, даже немножко властный такой, любите все контролировать, любите успех, любите, ну, пьедестал, как я уже сказала, да. Хороший организатор, мужчина с таким довольно серьезным характером, особо веревки из вас не повьешь. Из вас можно ведь веревки только тем людям, которым вы сами позволяете это сделать. Опять же, это либо же любимые люди, да, это женщина, может быть, это дети, это внуки, то есть у кого как. Поэтому, ну, довольно сильные вы, ну, да, вот для сравнения, две карты, первая и последняя в этом ряду, то есть император, но которому сейчас очень плохо. Возможно, кто-то из вас не так давно прошел уже этот тяжелый период, но все равно было очень и очень тяжело. Итак, давайте-ка смотреть, мои хорошие, кому же вы часто снитесь, мальчишки. Давайте-ка смотреть. Так, мне прям самой интересно, кому же вы часто снитесь. Смотрите, мне показан человечек, с которым вы сейчас можете не общаться. Вы снитесь человеку, ну, понятно, что это женщина, да, с которой вы когда-то были настолько в таких любовных, романтических отношениях. У кого-то это может проиграться, просто любовные отношения были, но сейчас нет. У кого-то это может проиграться бывшая женщина, жена, да, гражданский брак, официальный, неважно. Но сейчас вы как-то стараетесь от нее отгородиться, сейчас вы не хотите с ней общаться. Здесь, ну, замешан обман. Но почему же вы снитесь? И причем эта женщина, знаете, она не только думает о вас, она думает настолько часто о вас, что ей приходится даже за вами иногда подслеживать, следить. Это могут быть слежки в соцсетях, это могут быть расспросы у общих друзей, приятелей, знакомых каких-то, да. То есть она вас не отпустила, она сама начудила, натворила здесь, замешан обман, исключительно обман с ее стороны. У кого-то может проиграться предательство. Но вот она не может вас отпустить, несмотря на то, что уже какой-то период прошел. Возможно, уже даже достаточно длительный период прошел, как вы не общаетесь. Либо же это такое общение вынужденное, да, по каким-то определенным вопросам. Там, либо по поводу детей, по поводу еще каких-то моментов. Ну, может быть, имущество, может быть, юридические вопросы. Ну, то есть вы общаетесь, ну, с такой неохотой, если кто и общается даже. Вы снитесь, потому что очень часто думает, потому что вспоминает, потому что ностальгирует. И даже может проиграться, что до сих пор она к вам привязана. Вы скажете, допустим, что вот она там прыгала по жезлам, она предательница, изменщица и так далее. Но, тем не менее, я вам скажу, что как бы она там ни чудила, что бы она ни творила в своей жизни, тем не менее, вы для нее остались настолько важным человеком, что все-таки она вас не отпустила. Это говорит о том, что там, где она сейчас находится, с кем бы она там ни чудила, ни шалила, да плевать это все, да, с кем она что, это уже не важно. Важно то, что только сейчас она понимает, насколько вы важны были в ее жизни. И, в общем-то, до сих пор она считает, получается, вас лучшим мужчиной в ее жизни. Потому и думает, потому и ностальгирует, потому вы, ребята, и снитесь ей. Но, как говорится, поезд ушел. Поезд ушел, она это тоже прекрасно понимает, она потому и страдает. Как говорят, что нам часто снится то, о чем мы думаем, да, либо же чего мы боимся, о чем мы переживаем. Ну, такая дамочка, знаете, которую вы любили, а теперь, возможно, даже у кого-то из вас, но такая лютая неприязнь, я так пытаюсь более деликатно вам сказать, да, такая неприязнь, что, возможно, вам даже уже кому-то по барабану, вот снитесь вы, не снитесь.
Вы ее пытаетесь отпустить, либо же уже кто-то из вас отпустил, потому что было слишком больно от этого человека. Давайте-ка еще посмотрим. Возможно, вы еще кому-то снитесь, ребятушки. Смотрите, здесь еще может проиграться, у кого есть дети, либо внуки. Ну, это не малыши, это такие уже, ну, постарше будут, да? Которые сейчас находятся, может быть, далеко, либо же с которыми вы очень редко общаетесь, они за вами ужасно скучают. Вы для них как, ну, знаете, такой лепший кореш, друг. Ваши дети, ну, если у кого есть внуки, это ваши такие большие-большие друзья. Точно так вы часто приходите к ним во сне, потому что они, опять же, думают о вас, они скучают, они тоскуют. Даже у кого-то может проиграться, что не хватает вот ваших каких-то, ну, то ли посиделок, то ли каких-то советов, которые были раньше. Кому-то, может быть, не хватает того времяпрепровождения, которое у вас было раньше. И даже может проиграться, что вот у кого-то из вас такое тоже не очень хорошее душевное состояние. Возможно, даже вам снятся эти люди. Вот, да, кому-то бывшая снится, как я говорила, кому-то ваши дети, либо внуки, с которыми вы либо же давно не общались, либо же очень редко общаетесь. Причем здесь может быть запрет вашей бывшей женщины. Вот именно если касательно детей, здесь идет запрет женщины, который вы очень тяжело переживаете. Здесь либо же она вообще не хочет, чтобы вы общались с ребенком, либо же она как-то вот ограничивает. Хоть ребенок этот уже и не малыш, но тем не менее она пытается какие-то козни строить, она пытается подговаривать, наговаривать на вас. Вы, в общем-то, это знаете, понимаете, и даже ваши дети могут вам об этом говорить, что мама вот про тебя такое-то говорила, да, вот всякие гадости и так далее. Поэтому, ребят, вам тоже, ну, как-то тяжело вот эту ситуацию переносить. Вы будете стараться как-то надломить эту ситуацию, чтобы чаще видеться с ребенком, чаще как-то общаться, возможно, даже как-то хитрить будете, потому что, ну, по-другому никак. Вы, зная свою женщину, вы понимаете, что как бы по-хорошему с ней вряд ли что-то получится. Поэтому будете искать разные какие-то обходные такие пути. Кому еще вы можете сниться? Ух ты, вы снитесь своим врагам, ребят. Вы представляете, почему вы им снитесь? Почему? Потому что они хотят с вами помириться. Смотрите, опять же, у каждого проиграется своя ситуация, у каждого какие-то свои конфликты в жизни были. И здесь могут даже, кстати, проиграться не только любовные конфликты, а именно вот по работе, как-то связано с мужчинами, вот может быть еще ситуация, с которыми вы когда-то поругались. Неважно, давно это было, недавно, но человечек хочет с вами наладить отношения. Просто почему-то он считает, что если он попытается сделать какой-то шаг к вам, то вы его либо не поймете, не простите, потому что у него своя правда. Он, возможно, даже этот человек, неважно, женщина, мужчина, с которым вы когда-то поругались, возможно, попытается как-то, ну, сманипулировать, что ли. Возможно, попытается подключить других людей, чтобы, ну, хоть немножечко, да, вот какой-то шажочек сделать к примирению. Но вы для себя поставили точку в этой истории. И неважно, это друзья, у кого-то это могут родственники проиграться, с которыми была очень крупная ссора. Но давайте уточним, с чем это связано. Смотрите, здесь может быть и личная жизнь,
И здесь могут быть, кстати, какие-то еще финансовые вопросы. Здесь может быть ссора даже с родителями, у кого они живы, да, понятно, каждый под себя переворачивайте, кому что подходит. Здесь может быть какая-то ссора из-за наследства, либо же просто там брат, сестра, родственники, все что угодно. Ну, то есть близкие люди, с которыми вы когда-то были в классных, в теплых, возможно, даже у вас кровные такие связи, но тем не менее вы не хотите их прощать. Слишком больно, слишком обидели они вас, хотя я вам скажу, вот то, что я вижу по картам, где-то там в глубине души вы ждете, а может быть ждали, но уже отболела эта ситуация, вот вы ждали, когда этот человек, с которым вы поссорились, что протянет руку, да, что сделает первый шаг, но поскольку какой-то длительный период этого шага не было, вы для себя поставили точку в этой истории, в этих отношениях. Даже может у кого-то проиграться, что некоторые, опять же, да, поскольку общий расклад, некоторые из вас ждали, возможно, возвращения своей бывшей женщины. Такие тоже среди вас есть, потому что я вижу здесь именно вот любимого человека, любимую женщину. Тоже может проиграться. Вы себя почувствовали после этого всего как-то одиноко. Вот после этого конфликта, после этого скандала, разрыва. Неважно, это родственники, женщина, по работе. Ну, то есть этот человек, еще раз говорю, был для вас очень близок. Возможно, вы с кем-то дружили по работе, да? Но человек вас подвел, подставил, либо же родственник. Неважно, какая ситуация, но то, что вы почувствовали себя, ну, как бы сиротой после этой ситуации, это однозначно. А теперь человек, конечно, думает о вас, переживает, и вы ему снитесь. То есть вы ему не даете покоя ночами. Ну, давайте еще напоследок, может быть, еще кого-то покажет, да, кому вы еще, может быть, снитесь. Ух ты, а что это за женщина? Вау! Это женщина, которая вами интересуется. Вы снитесь своей тайной поклоннице. Женщина такая интересная, такая зажигательная, скорее светловолосая, блондиночка, может быть, добрая очень. Женщина, с которой вы общаетесь, но не так тесно, как ей бы хотелось. Вот она думает о вас, она мечтает о вас, потому вы и приходите во снах. У нее могут быть фантазии разные по поводу вот вас и ваших с ней взаимоотношений. То есть она может вас представлять, да, в каких-то любовных отношениях. У кого-то, может быть, это какие-то эротические фантазии, да, у женщины. Опять же, это все индивидуально, все у всех по-разному. У вас с этой женщиной будут перспективы, в общем-то, есть такой шанс, да, потому что Таро нам иногда показывает, что может произойти или нет, то у вас будет шанс с этой женщиной завязать, начать отношения. На сегодняшний день это ваша тайная поклонница. Я немножко так интригу вам создаю, вы знаете, что я люблю немножко поинтриговать, интрига цепляет. Интрига крыляет, мотивирует. И вообще я почему-то, знаете, мальчишки, я почему-то вот уверена, что все вы будете счастливы. Вот каждый по-своему. И эта женщина, которая сейчас, казалось бы, тайная ваша поклонница, и неважно, вы сейчас с ней в жизни общаетесь, может быть, кто-то переписывается, неважно. Главное, что у вас есть большие перспективы быть с ней вместе. Причем женщина искренняя, честная такая, знаете, она правдолюбка. Ей не нужны ваши деньги, ей не важно, какие у вас достатки. Она видит, что вы достойный человек, интересный человек, потому и мечтает, конечно же, о каких-то ваших с ней вот таких, ну, серьезных, не просто там романтик какой-то, а серьезных каких-то отношениях. Поэтому, мои хорошие, вот такие дела. Пишите, какие сны вам снятся, может быть, в последнее время, да, вот может быть какой-то один навязчивый сон, на какую тематику вам сны снятся, всегда очень интересно читать. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!